Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сезон тыквы в самом разгаре, и поэтому сегодня я буду готовить тыквенный пирог. Это традиционный американский десерт, основа которого тонкое песочное тесто, но главное в пироге – это, конечно же, начинка. Ее должно быть очень много. Она очень нежная, мягкая, со сливочно-тыквенным вкусом и очень ярким букетом специй. Я люблю добавлять в начинку цедру и сок апельсина. Мне кажется, это идеальное сочетание. А вы готовите такие пироги? Напишите мне в комментариях, какие специи ваши любимые. Осенью, когда все вокруг завалено тыквами всех размеров и сортов, самое время готовить блюда из тыквы, а также можно легко заготовить тыквенное пюре, и чуть позже я поделюсь с вами с небольшими хитростями, к которым прибегаю сама. А также покажу, как просто достать готовый пирог из неразъемной формы, так что досмотрите видео до конца. На моем канале есть еще один пирог с тыквой из теста фила. Я его обожаю. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. А сейчас вернемся к американскому тыквенному пирогу. Для него мне понадобится для теста 230 грамм муки, 30 грамм сахарной пудры, 3 грамма соли, 150 грамм холодного сливочного масла и 50 мл ледяной воды. Для начинки 600 грамм тыквенного пюре, 3 яйца, 100 грамм сахара, цедра одного апельсина, сок половинки апельсина, 150 мл жирных сливок, 1 чайная ложка корицы, по пол чайной ложки молотого имбиря и кардамона и по 1/4 чайной ложки мускатного ореха и молотой гвоздики, 30 грамм кукурузного крахмала, ванилин или ванильный сахар. Начну с того, что приготовлю тыквенное пюре. Его можно приготовить заранее, готовится оно очень просто. Я взяла половинку тыквы, нарезаю ее на крупные куски прямо с кожурой. Складываю вот в такую алюминиевую форму. В ней очень удобно запекать овощи. Добавляю грамм 50 воды и накрываю все фольгой. Ставлю в нагретую до 200 градусов духовку примерно на 1 час. Вы можете нарезать тыкву маленькими кусочками, и она пропечется быстрее, но тогда вам нужно будет ее почистить. Кстати, запечь тыкву можно и в мультиварке. Прошел час, проверяю. Нож легко входит, значит тыква готова, можно доставать. Дам ей немного остыть. После этого ложкой отделяю мякоть от кожуры. Делается это элементарно. Чтобы текстура начинки готового пирога была идеально гладкой, без тыквенных волокон, я пробью ее погружным блендером. Вот такого веселого оранжевого цвета она получилась. А вот теперь я отмеряю то количество пюре, которое мне понадобится для пирога. Делаю это при помощи весов. Оставшееся пюре мне сейчас не понадобится, поэтому я переложу его вот в такой зип-пакет и заморожу. Только для удобства я его взвешу и подпишу. И когда мне в следующий раз понадобится тыквенное пюре, я отыщу в глубинах морозилки именно то количество, которое мне нужно для выпечки. Займемся тестом для основы. Просеиваю в чашу миксера все сухие ингредиенты. Добавляю холодное сливочное масло, нарезанное на небольшие кубики. И при помощи насадки весло разбиваю все это в крошку. Сделать это можно и вручную, главное работать быстро, чтобы масло не начало таять. После того, как мы получили нужную нам крошку, вливаем ледяную воду и замешиваем тесто. Долго не месим. Как только крошка соединилась с водой в комок, перестаем месить. Выкладываю тесто из чаши, заворачиваю его в пленку и убираю в холодильник на 1 час или в морозилку минут на 20.
Кстати, тесто тоже можно приготовить заранее и держать в холодильнике. Это очень удобно. После этого раскатываю его. Это количество теста рассчитано на диаметр 23-24 сантиметра. Тесто раскатано, но прежде чем положить его в форму, покажу обещанный лайфхак. Моя форма неразъемная, и несмотря на то, что она с керамическим покрытием и к ней ничего не пристает, достать пирог не разрезав проблематично. Выкладывать полностью всю форму пергаментом нет смысла, поэтому я просто вырезаю две полоски из пергамента и укладываю их крест-накрест, чтобы оставались длинные края, а сверху выкладываю свое тесто. Теперь нужно подровнять края. Можно это сделать ножом, а можно, как я, при помощи ножниц. Только не обрежьте случайно пергамент. Можно оставить края в таком виде, а можно как-нибудь их оформить при помощи тех же обрезков теста. Что я сейчас и сделаю. Раскатаю обрезки тонким слоем и при помощи ножа для пиццы и линейки нарежу тонкие полоски. Возьму 3 из них, прижму края к столу и начну заплетать обычную косичку. Вот такая косичка у меня получилась. Перенесу ее на пирог. Слегка придавливая, уложу ее по верхнему срезу. После этого основу опять нужно охладить минут 40 в холодильнике или в морозилке 15 минут, для того, чтобы тесто выстоялось в форме. Духовку прогреваем до 180 градусов. Накалываю остывшую основу вилкой, и теперь нужно положить какой-нибудь груз. Сминаю кусочек пергамента, чтобы он хорошо лег в форму, и высыпаю на него груз. У меня это керамические шарики, но можно взять фасоль, горох или рис. Отправляю тесто в духовку выпекаться с грузом 20 минут. Затем груз вынимаю и пропекаю основу еще 40 минут. Я люблю, чтобы основа была хорошо пропечена. Моя основа для пирога готова. Дам ей остыть и займусь начинкой. В миску отправляю яйца, всыпаю сахар и все специи и хорошо растираю все венчиком. Кстати, в традиционный американский пирог добавляют смесь белого и коричневого сахара, так как у коричневого сахара более карамельный вкус. Сильно взбивать ничего не нужно, поэтому спокойно можно это сделать вручную. Натру цедру с апельсина. Брать нужно только верхний оранжевый слой, чтобы цедра не горчила. И выдавлю сок. Отправляю все это в миску. Всыпаю крахмал и хорошо перемешаю, чтобы не было комочков. Теперь добавляю тыквенное пюре. И последние сливки. Масса очень ароматная. Хорошо ее перемешиваю и выливаю в остывшую основу. Обычно, если готовить в разъемной форме с высокими бортиками, то начинка уходит вся. Немного начинки у меня осталось, так как форма у меня с невысокими бортиками и диаметром 23 сантиметра. Поэтому я взяла вот такие силиконовые формочки и запеку в них остаток. Получится суфле. Теперь, чтобы косичка получилась глянцевая, смажу ее желтком. Отправляю пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут. У меня еще остались обрезки теста. Вырежу из них цветочки. Немного смажу их желтком и тоже отправлю выпекаться в духовку к пирогу и суфле, прямо на кусочки пергамента.
Суфле и цветочки достану немного раньше. Пирог уже готов. Готовность можно проверить зубочисткой. Даю ему остыть прямо в форме, чтобы он не треснул. Когда он остынет, украшу его цветочками произвольно и посыплю немного орехами. Кстати, орехи здесь очень даже в тему. Но все украшения чисто индивидуально, можно оставить и так. Украшала пирог, прямо не доставая из формы. А сейчас покажу, как легко это сделать. Просто поднимаем за края пергамента, и пирог легко достается, даже без чьей-то помощи. Если диаметр вашего пирога побольше, то лучше брать сразу за 4 края пергамента. Вот такой он получился. Основа равномерно пропеклась, уже не терпится его разрезать. Пирог получился очень ароматным и пряным, он в меру сладкий, специи хорошо оттеняют вкус тыквы. А еще мне безумно нравятся в этом пироге апельсиновые нотки. Подавать его можно со взбитыми сливками. А суфле тоже можно выложить на тарелку, украсить взбитыми сливками и посыпать орешками. Так что готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк этому видео.